Приветствую! Ну вот очередное видео о жизни нашей студии. Как вы уже, наверное, догадались из названия, сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему того, куда же приводит крафт. Дело в том, что данное видео уже явно получается слишком длинным, и я не влезаю ни в какие тайминги, поэтому сегодня хочу сделать некий эксперимент и разделить видео на две части. В первой и основной, который вы сейчас смотрите, я хотел бы рассказать, собственно, о цимисе, ради чего это видео и затевалось, а во вторую часть уже перенести некоторое количество технической информации, ну и какие-то моменты, которые не влезут в данное видео. Как формат этого видео я хотел бы видеть некоторые эссе, но, как вы можете заметить, у меня сегодня нету ни доски, ни монитора и так далее. Если понадобятся какие-то рефы, картинки и так далее, я уже буду постфактум их докидывать поверх прям видосика, потому как я не сказать, что сильно очень к этому видео готовился. Но тем не менее постараюсь, значит, в форме эссе воспроизвести вам некоторые свои мысли, которые мне приходили в процессе крафта. Дело в том, что крафт — это на 90% занятие очень нудное, там много рутинной работы, в частности, там шкурение, много шкурения, в основном шкурение, и, соответственно, есть возможность порастекаться мыслью по древу, пока руки заняты. А говорить мы сегодня будем о вот этом крафте. Это у нас вроде как королевская корона. Я могу в этом видео путать царей и королей, уж извините, но думаю, вы понимаете, о чем будет идти речь. И корона это у нас из клипа Depeche Mode Enjoy the Silence. Ну, разумеется, не сама эта корона, это ее копия. А на заднем плане вы также можете видеть королевскую мантию, которую мы наконец-то начинаем заканчивать и уже скоро отдаем, поэтому быстренько пилю вам видосик на эту тему. И что же такого интересного может быть, в принципе, в достаточно тривиальном, простом крафте? А заинтересовал меня тот момент, что не сказать, что я бы очень сильно разбираюсь в геральдике, но я как-то, как и, наверное, многие, привык видеть в качестве королевского символа флёр-де-лис, то бишь водную лилию. Здесь же у нас на короне расположены другие символы, и я начал, собственно, изучать этот вопрос, и оказалось, что это у нас листья клубники. Ну, вернее, это листья земляники, потому что земляника — дикое растение, а клубника, ну, это одомашненный мутант, скажем так. И что же интересного у нас в этих листьях земляники? Дело в том, что земляника достаточно продолжительное время являлась чуть ли не идеальным символом всего на свете. То бишь у нас имеется у клубники листья, которые тройные, что, разумеется, символизировало Троицу. Также плоды клубники похожи, значит, на капли крови, что отсылает нас к распятию Христа. А цветки клубники имеют 5 лепестков, а число 5 у нас не менее, ну, возможно, менее, но тем не менее. В общем, цифра 5 тоже весьма значима в религиозном аспекте. Именно поэтому на, так скажем, религиозных изображениях мы могли видеть там земляничные поля, либо узоры с использованием там плодов, либо цветов, либо листьев земляники. Ну и, разумеется, этим аспектом не могли не воспользоваться королевские особы, которые разместили на, значит, своих, если это можно назвать, головных уборах, так скажем, знаках отличия, разместили эти самые листья земляники. Ну, допустим, окей, значит, размещают они у себя земляничные листья на коронах. А что же в этом интересного? А интересна история того, что со временем листья земляники как символ приобрели некую двойственность. То есть изначально они обозначали там чистоту, веру, в общем, все что угодно, хорошее, доброе, светлое, почему, собственно, и были изображены на коронах и прочих других местах. Но со временем появился еще и некий негативный окрас. А все это дело произошло из-за того, что у земляники, значит, в плоде много маленьких зернышек. И начало это, как ни странно, ассоциироваться с неким пороком, распущенностью,
похотью и так далее. То есть мы знаем из примеров, что человечество всегда, так скажем, возвышало плодородие, и у нас существует очень много символов плодородия, то земляника по какой-то причине стала иметь, в отличие от позитивного, так скажем, плодородного окраса, начала иметь окрас негативный, именно вот распущенности и порока, и множественных связей. В частности, вы, наверное, вряд ли задумывались, почему, так скажем, сексуальным блюдом считается клубника со сливками. Ну, не просто же это так, вернее, оказалось, что это не просто так, это вот как раз именно отголоски той истории про двойной, так скажем, символизм клубники. Но сейчас не об этом. Для, так скажем, дальнейших наших рассуждений нам придется переместиться в сферу искусства, а именно изобразительного искусства. Одним из примеров, вернее, одной из версий символизма, именно такого использования символизма земляники, считается картина «Сад земных наслаждений» Босха. Там изображены гипертрофированные, в прямом смысле этого слова, гигантские плоды земляники, вокруг которых там то ли пляшут, то ли стоят, лежат, собственно, обнаженные люди. И вот как бы по одной из версий это как раз и является символом именно вот этой распущенности и некой порочности данного, так скажем, плода. На этом моменте вы, наверное, спросите меня, при чем здесь, собственно, Босх, Депеш Мод, Короли, вот это вот все. Дело в том, что теперь мы рассмотрим непосредственно сам клип, вернее, его режиссера. Режиссером клипа Enjoy the Silence является Антон Корбейн, который достаточно продолжительное время сотрудничал с группой Депеш Мод и, в частности, снимал для них клип «Walking in my shoes», в котором недвусмысленно были позаимствованы, использованы образы как раз Господи, какое же сложное имя. В общем, образы Босха. Это могло бы быть неким совпадением, потому что там, конечно, использовано большое количество образов, и, в общем-то, некоторые из них не сказать, что сильно какие-то специфические, но там существует символ, который явно позаимствован у Босха, а именно это люди-птицы, катающиеся на коньках. Я что-то не припомню, чтобы такой madness вообще был использован где бы то еще, и это явная отсылка к творчеству Босха, поэтому именно эту связь режиссера Антона и Босха мы никак не можем отрицать. Абсолютно точно он вдохновлялся и заимствовал какие-то образы у данного художника. Но давайте все-таки вернемся к клипу и, собственно, его содержанию. В самом клипе мы видим непосредственно главного героя, короля, который, значит, в короне и мантии ходит и с шезлонгом под мышкой и ищет, значит, место, где присесть. Ну, в смысле, ищет, в общем, он ходит по каким-то удаленным местам, там он в Альпах, в Шотландии, еще где-то, и, значит, раскладывает шезлонг и вот сидит где-то в каких-то удаленных местах. Но и в чем здесь симвология? Симвология? Не успел Даффи сложить корону тупизны, как у нас, похоже, появился наследник. Я уверен, ты хотел сказать символизм. Да, спасибо, я к этому и пытался перейти. Давайте же предположим, что мы что мы видим в видеоряде данного клипа. Мы видим, как я уже говорил, короля, человека, у которого есть все, который пытается уединиться, возможно, он устал от внимания, суеты, там каких-то дел, и он пытается найти уединение и насладиться той самой тишиной, о которой говорится в названии песни «Enjoy the Silence». Но с подобной версией существуют некоторые проблемы. В частности, в том, что в одном из своих интервью Дэвид дал совершенно конкретное описание этого видео и его смысла. А именно в том, что в клипе мы видим человека, у которого есть все,
но он ничего не чувствует. И это уже немножко не сочетается с образом, который мы себе представили по данному видео. Но давайте копнем еще немножко глубже и обратимся к тексту песни. В припеве все, в общем-то, понятно. Мы видим того самого человека, у которого есть все. All I ever wanted, all I ever needed. Right here in my arms, собственно. А практически же весь остальной текст посвящен словам. О том, как слова могут ранить, о нарушении каких-то обещаний, о возможной бесполезности слов и так далее. И только 2 строчки выбиваются, так скажем, из всего этого повествования, а именно pleasures remain, so do the pain, то бишь остается только наслаждение и боль. О какой конкретно боли говорится, мы можем только догадываться, потому что это может быть боль от тех же слов, это может быть боль как следствие вот этих вот наслаждений, возможно, каких-то необдуманных решений. Но с наслаждениями мы уже сталкиваемся не первый раз. Я не просто так начал свое повествование с символизма, из дуализма символа земляники. Мы уже 2-й раз натыкаемся на те же самые наслаждения. И если мы теперь соберем, так скажем, наши факты о главном герое данного клипа, у нас очень сильно может поменяться его образ. То есть это все еще человек, у которого все есть, но при этом он ничего не чувствует, то бишь он пустой внутри, и он эту пустоту пытается заполнить какими-то наслаждениями, возможно, в прямом смысле этого слова, то есть какими-то извращенными, благодаря символизму вот именно вот этой вот распущенности, порочности этих самых наслаждений. И тогда возникает вопрос, о какой же тишине идет речь? Потому что такому человеку не нужно успокоение, уход от суеты и так далее. Возможно, речь идет о той самой тишине, о той самой пустоте, то есть о тишине внутри самого персонажа. И ищет он этого уединения и тишины вокруг, чтобы не чувствовать себя таким пустым. То есть когда все пусто вокруг, ты не чувствуешь себя таким пустым и в какой-то степени уродливым внутри, потому что вокруг тебя только наслаждение, все, то есть ты вот, у тебя все есть, а внутри у тебя ничего нет. И это достаточно сильно и радикально меняет сам смысл видеоряда. То есть это не уход, не попытка отдохнуть, избавиться от чего-то, а это призыв насладиться тишиной внутри себя, то бишь принять свою внутреннюю пустоту, в какой-то степени даже свое как бы внутреннее уродство, потому что заполнение как бы пустоты наслаждениями никогда не считалось каким-то чем-то хорошим. И вот этот момент меня достаточно сильно удивил, что мы приходим к тому, что вместо того, чтобы призвать людей, значит, работать над собой, как это обычно бывает и так далее, мы видим призыв к наслаждению, значит, к принятию своей внутренней пустоты, потому что ее не может изменить ничто, никакие слова, ничего, то есть никакое внешнее влияние и прочее не может изменить. Если никакое там влияние из слова или кто-то другой не может тебя изменить, твою внутреннюю пустоту, то тебе стоит, значит, ее принять и насладиться ею. В прямом смысле как бы своей несовершенностью, в плохом смысле этого слова. И меня несколько как бы расстраивает такой подход, потому что, ну, как-то он, с одной стороны, неординарный и привычный, но принять в себе своего урода, если совсем уж грубо говорить, это не совсем то, что ты ожидаешь как бы услышать. Вот такие печальные, собственно, мысли и выводы меня преследовали, и вот на такой, наверное, грустной ноте, наверное, буду я заканчивать сегодняшний ролик. И раз уж все так плохо и печально, удалюсь-ка я, значит, красиво в закат. Пока. Enjoy the silence.
А вот теперь постой-ка. А что ты там такое говорил в самом начале? А именно это вроде как королевская корона. Да, действительно, в начале ролика я не просто так назвал это как бы королевской короной. Дело в том, что это и не корона-то по большому счету, а и уж совершенно точно она не королевская. Я думаю, что во втором ролике я расскажу вам об этом чуть-чуть поподробней. А сейчас мы вернемся снова к клипу, и зная то, что это не королевская корона, а в клипе совершенно точно пытались создать образ короля, что им удалось, наводит нас на мысль того, что именно вот этот реквизит в клипе был использован случайно. То есть они просто взяли корону, которую посчитали подходящей, и использовали ее. И, соответственно, весь символизм и все, что вот я сверху налепил, там нет вранья. Это действительно все так, это все правда. Но все это отваливается от истории с клипом. И, соответственно, выводы, которые сделаны, они могут быть и правдой, а могут быть и неправдой. Но только тот момент, что этот реквизит был выбран не совсем осознанно, то позволяет нам полностью уйти в наших рассуждениях в другую степь. Я действительно в процессе крафта думал обо всем этом и как раз думал о том, что мы очень часто опираемся на чужие мнения. Мы смотрим какие-то эссе, мы, значит, смотрим какие-то рассуждения, расследования и так далее. Но один маленький факт может увести чужие рассуждения в абсолютно другую степь, а за них же никто вам не ответит. И поэтому мы сами должны не то что принимать решения, а сами, мы все мыслящие люди, мы должны сами рассуждать, не опираться на чужое мнение. Проверять факты недостаточно, как оказывается. Нужно еще и скептически относиться к любому чужому, другому мнению и иметь какое-то свое. Поэтому, как ни странно, в этом основной цимис данного ролика. Я надеюсь, вам понравился твист вот этот вот. Смотрите вторую часть. Там будет некоторое количество технички и рассказ про короны и почему это, собственно, не корона. Ну а за сим я уж совершенно точно с вами прощаюсь. Увидимся во второй части. Пока. Мантия все еще висит, корона у меня в руках. Давайте приступим. Вы упали. Но носить круглую корону неудобно. То есть, как бы, почему?